Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас дайвинг сегодня. Я жду инструктора, который сейчас за мной заедет. И, друзья мои, я нереально боюсь. Джордж сказал, что это совершенно не страшно. Но у меня коленочки подрагивают прямо. Ой-ой-ой-ой-ой. Это путешествие было полно неожиданностей. И адреналин у меня начал зашкаливать с самого начала. Первой неожиданностью, например, был внеплановый перенос поездки, потому что в запланированный день выезда море оказалось неспокойным и погружаться было опасно. Второй неожиданностью оказалось то, что дайвинг можно было оплачивать не через агентство, а напрямую. Поищите в интернете сайт дайвинг-клуба «Калипсо» и закажите погружение прямо у них. Это будет примерно на четверть дешевле. В принципе, можно это было понять уже при покупке поездки. Вы помните, я показывала вам агентство, где мы ее оплачивали. Агентство оставило себе четверть суммы, остальную вы оплатите в самом дайвинг-клубе. И он же осуществляет сбор желающих и их трансфер до клуба. Потому что ехать придется на противоположную южную сторону острова, и дорога займет примерно минут 30-40. Нас везет Джеремайя, инструктор дайвинг-клуба, который живет в Ретимно. Ему приходится проделывать этот путь каждое утро, просто чтобы добраться до работы. Поэтому он собирает всех, кто остановился в Ретимно, и везет нас сегодня в клуб. Дорога непростая, проходит через многочисленные горные ущелья и часто представляет собой узкий петляющий серпантин. Где-то приходится уступать дорогу отарам овечек. Но самой захватывающей частью пути будет наша дорога через Курталиотское ущелье, впечатляющее своей мощью и величием. Если вы сможете посетить это ущелье в другой поездке, обязательно остановитесь и постойте на смотровой площадке, подставив лицо сильному, но теплому ветру. Поднимите голову вверх, вам может повезти увидеть парящих или гнездящихся орлов. По ущелью проходит русло реки Привели, и мы с вами увидим и ее устье, и Ливийское море, к которому она вытекает, уже в следующем нашем видео, вместе с уникальным пальмовым лесом и знаменитым пляжем, который когда-то облюбовали хиппи. Здесь же, вдоль русла реки, мы посетим монастырь Привели, знаковое и святое для всех православных христиан место, где хранится частица креста, на котором был распят Иисус. Дорогу через ущелье дважды полностью размывало, и местные жители теряли возможность добраться до южной части острова, потому что таких сквозных маршрутов, удобных для транспорта, на острове всего два. Последний раз это случилось не так давно, поэтому строительные работы по укреплению трассы идут полным ходом. Мы начинаем спускаться к уникальному пляжу Калипсо. Калипсо – это почти замкнутая каменная чаша, расположенная между деревнями Плакьес и Привелья, наполненная кристально чистой водой Ливийского моря. Когда-то пираты прятали в этой бухте свои сокровища, а теперь здесь уютно расположились одноименный отель и дайвинг-клуб. Через территорию отеля проходим в клуб. Ну что, друзья, все очень серьезно. Нам дают заполнить большую анкету, которая к текущей ситуации в мире не имеет никакого отношения. Тут вопросы про состояние здоровья, потому что погружение – достаточно стрессовая ситуация для организма,
и инструкторам нужно понимать, насколько для вас это мероприятие вообще безопасно. Особенно меня позабавили вопросы, как давно я пробегала 5-километровку и легко ли мне дается поднятие тяжестей. Опытный инструктор окидывает меня тренированным взглядом и выдает подходящий ласты и костюм. Костюм тугой, очень плотный, влезать в него пришлось с мылом. А ходить в нем – это примерно как ходить в скафандре по земле. Пока меня продолжает колбасить, нас знакомят с инструкторами и рассказывают очередность погружений в течение дня. Если забудем, все написано на доске, можно подглядеть. В школе международный состав инструкторов – Бельгия, Франция, Латвия. Кажется, настоящие фанаты дайвинга собрались сюда со всего мира. Нас разбивают на группы, чтобы провести первичный инструктаж. И тут мне невероятно повезло, потому что мой инструктор Эдгар достаточно хорошо говорит по-русски. Он же будет моим подводным фотографом, это его специализация в клубе. Первичный инструктаж слушаем внимательно, чтобы знать, какие действия нужно и можно совершать под водой, чтобы не растеряться. Общается под водой инструктор с дайверами с помощью специальных знаков, и их мы тоже сейчас будем осваивать. Неуклюжей походкой ковыляем к точке старта, где меня аккуратно возьмут за ласты и бултыхнут в воду. Надо сказать, что среди начинающих есть даже дети с 8 до 14 лет. И мне почему-то кажется, что даже им не так страшно, как мне сейчас. Не все обитатели подводного мира безопасны. Например, лучше не тянуться ручками к мурине и не пытаться погладить огненных червей. Последние не только выпускают свои щетинки в потенциального обидчика, но и могут доставить ему много неприятностей, содержащимися в них токсинами, вплоть до серьезных отравлений. Хотя смотрятся они невероятно фотогенично. Ну и, конечно, большое спасибо Эдгару за фантастически красивые фотографии. Мне, к сожалению, не удалось прикинуться осьминогом или красиво распластаться в кадре, подобно морской звезде. Меня мотало и колбасило так, что даже Эдгару при всем его мастерстве не удалось поймать меня в фокус. На самом деле, друзья мои, должна сказать вам, что дайвинг – это работа, и весьма непростая. Костюм, акваланг, ласты и утяжелители делают вас под водой похожим на неповоротливого тюленя. Поэтому управлять своим телом достаточно сложно, а уж принять какую-то конкретную позу, как это любят фотографы, кажется вообще нереальным. Поворот головы немного вверх, я теряю центровку, акваланг оказывается подо мной, и я начинаю вращаться вокруг своей оси и болтаться, как что-то непотребное в проруби. При всем этом нужно не забывать правильно дышать. Не как попало, а именно воздухом, подающимся из баллона, потому что иногда совершенно рефлекторно хочется выкинуть эту штуку, которая мешается во рту. Нужно регулярно продувать уши, ведь на каждый метр в глубину давление воды увеличивается на 1 бар. И если его все время не выравнивать, то ушам становится очень некомфортно. А еще иногда продувать маску, если в нее попала вода. Я бы, честно, плюнула на всю эту радость в первые же минуты, если бы не инструктор, который очень бережно, практически за ручку вел меня за собой, поддерживал, подсказывал, направлял и прямо как-то по-отечески защищал. Окей. Я взяла себя в руки, хотя потеря ориентации в пространстве для меня всегда чревата сильными приступами морской болезни, и честно отплавала целых 20 минут, то есть половину от положенного времени. Когда я вынырнула на поверхность, то меня бережно отбуксировали в горизонтальном положении к стартовой точке. Но со стороны, наверное, это выглядело весьма забавно, потому что туристы местного отеля дружно взялись за телефоны и стали срочно сделать сторис для своих инстаграмов. Поэтому вполне возможно, что вы где-то уже видели меня в сети в виде бесформенного кулька с аквалангом в черном костюме и с желтыми ластами. Приходим в себя в баре дайвинг-центра, едим овощной салат экологически чистыми приборами, сделанными из древесины, и пьем много воды. Очень много воды. Дело в том, что воздух в баллонах обогащен азотом, он достаточно сухой, поэтому жажда мучает такая, словно вы только вышли из пустыни, и еще сильно клонит в сон. Можно примоститься на лежаках соседнего отеля, но ненадолго. Если вы не постоялец отеля, а меня раскусили весьма быстро, то вас могут попросить покинуть лежачок.
Меня попросили в тот момент, когда я начала знатно похрапывать, накрывшись полотенцем. Впрочем, за отдельную плату отель может быть к вам весьма лоялен. На обратном пути я спрашиваю Джеремайя, как они справляются с такими нагрузками, ведь им приходится погружаться каждый день по 4-5 раз. Говорю ему, что оказывается это весьма непросто. Джеремайя отвечает: да, это не такое легкое хобби, как кажется, но когда человек погружается под воду, с ним происходит что-то особенное и специфическое, и он становится болен морем и теряет навык ходить по земле. Он больше не может жить без погружений, и что-то меняется у него в голове и, пожалуй, навсегда. Мы прощаемся с клубом, получая особые именные сертификаты, которые останутся у нас на память. Я думаю о том, что вряд ли я когда-нибудь рискну повторить этот опыт, хотя, если у меня будет такой же бережный и заботливый инструктор, кто знает. And Svetlana. Thank you. Congratulations. Okay, and maybe Jana Mushkova is here? No. Okay, so I think we have got everything and you have the certification.